На автосалоне в Детройте состоялась мировая премьера нового Ford Mustang 7-го поколения в форм-факторах фастбека и кабриолета. Двухдверки сохранили задний привод, бензиновые двигатели и опциональную механику. А вот в интерьере случилась революция. Mustang получил продвинутый цифровой салон, электронный ручник для дрифта и дистанционное управление педалью акселератора. Но это далеко не все изменения, которые получила двухдверка. Из этого видео вы узнаете все детали и подробности о новом Ford Mustang. Mustang в последние годы удерживает звание самого продаваемого спортивного автомобиля не только в США, но и во всем мире. Например, в прошлом году Ford продал 70 тысяч мустангов, из них 76% в родных штатах, а пик продаж 6-го мустанга в США пришелся на 2015 год. Тогда модель разошлась тиражом в 122 439 штук. По большому счету, 7-й мустанг с заводским индексом S650 оказался глубоко модернизированной версией модели 6-го поколения S550. Так как платформа со стойками Макферсон спереди и задней независимой подвеской, каркас кузова и даже большинство агрегатов у новой модели те же. Но Mustang не превратился в электромобиль и не стал гибридом. Он, как и прежде, предложен в виде купе и кабриолета с мягкой складной крышей. Габариты пропорции со сменой поколения практически не изменились, однако все наружные кузовные панели новые. Длина выросла на 23 мм, до 4811 мм. Колесная база стала шире на 2 мм, 2718 мм, а ширина прежняя 1915 мм. В зависимости от версии будут доступны колеса от 17 до 20 дюймов. Кто подписан на мой телеграм-канал, уже мог видеть внешность новинки, которую слили в сеть еще в апреле этого года. Дизайн Мустанга переосмыслен. Деталировка стала чуть более острой и граненой, бедра автомобиля стали более пухлыми, а оптика более компактной. Матричные фары с пунктирной линией дневных ходовых огней и 3 светодиодными пучками добавляют двухдверке агрессии. Они пришли на смену круглым прожекторам в фарах, которые прежде отсылали к первому поколению модели. Сзади отказались от традиционной затемненной перемычки между фонарями. Как и прежде, старшая GT-модель отличается от базовой элементами обвеса и более крупными вентиляционными отверстиями. Кабриолет, дебютировавший одновременно с купе, сохранил тканевую крышу. Внешность Мустанга по-прежнему зависит от комплектации и пакетных опций. При этом возможностей для персонализации дизайна стало больше. Например, Mustang GT Performance Pack выделяется капотом с горбом воздухозаборника, радиаторной решеткой с поперечными распорками, она полагается 8-цилиндровым Мустангом, статичным спойлером, многоспицевыми колесными дисками диаметром 19 или 20 дюймов и усиленными тормозами. Кстати, теперь можно выбирать цвет тормозных суппортов. У покупателей базовых мустангов тоже расширены возможности персонализации. Можно выбрать из 12 вариантов колесных дисков, а пакет Bronze Design Series будет доступен с самого начала продаж. Салон Ford Mustang 7-го поколения автопроизводитель сравнивает с кокпитом истребителя. Классическая для Мустанга передняя панель с 2 козырьками канула в лету. На смену ей пришел модный двухэкранный планшет, но в базе стоят 2 отдельных экрана. Приборный имеет диагональ 12,4 дюйма. Медиасистема с инфо имеет более крупный экран 13,2 дюйма. В нее зашит управление климат-контролем. Также предусмотрено обновление по воздуху. Центральные дефлекторы вентиляции съехали вниз. Под ними разместилась узкая полоска с блоком сенсорных клавиш, кнопкой запуска двигателя и крутилкой громкости аудиосистем. Еще ниже находится полка для беспроводной зарядки смартфона, это опция, USB-порт и 12-вольтовая розетка. Также USB-разъем появился на потолке. Такое решение позволит размещать видеорегистраторы и экшн-камеры, не опутывая салон проводами. Мультируль имеет обычные тактильно понятные кнопки. Новый Mustang обрел электромеханический стояночный тормоз, однако в салоне сохранен традиционный рычаг, без механической связи с тормозами. Это сделано не только ради стиля, но и в угоду дрифтерам. За доплату новый Ford Mustang можно оснастить адаптивными амортизаторами, более широкими шинами, электронно управляемым задним дифференциалом, креслами-ковшами Recaro и активной выхлопной системой. Еще есть интересная опция – это дистанционное управление педалью акселератора.
Запустив автомобиль, владелец сможет увеличить обороты двигателя с помощью брелока, то есть подгазовывать всего лишь нажимая кнопку. Из более серьезных новшеств это расширенный набор электронных ассистентов, адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп и система распознавания дорожных знаков, которые входят в стандартное оснащение. Для нового «Мустанга» на данный момент заявлены два бензиновых двигателя. Оба повзаимствованы у спорткара 6-го поколения, но модернизированы. Базовый мотор – это 2- и 3-литровая турбо-четверка EcoBoost нового поколения. По сравнению с прежним двигателем того же объема, он более длинноходный. Ему полагается только 10-ступенчатый гидромеханический автомат. Зато 6-ступенчатая механика GetTrack с системой автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях полагается в качестве альтернативы 10-ступенчатому автомату для 5-литрового атмосферного мотора V8, что ставится на Mustang GT. Отдача двигателей пока не раскрыта, но ожидается, что они будут чуть мощнее, чем у предшественника. Напомню, что это 314 лошадиных сил у турбо-четверки EcoBoost и 456 лошадиных сил у 5-литрового V8. Уже в базе у машины есть дифференциал повышенного трения и 6 режимов ездовой электроники: Normal, Sport, Slippery, Drag, Track и настраиваемый кастом. Набор Performance Pack, который предлагается за доплату, включает распорку между стойками передней подвески, адаптивные амортизаторы MagneRide, самоблок Torsen, увеличенные тормоза Brembo и более широкие задние шины. Отдельно можно заказать выпускную систему с управляемой заслонкой и сиденье Recaro. Более продвинутый набор GT Performance Pack включает дополнительный масляный радиатор двигателя и улучшенную систему охлаждения тормозов. Самым мощным «Мустангом» стало исполнение Dark Horse. Оно включает не только все перечисленные элементы пакетов Performance, но также усиленную подвеску, дополнительный аэродинамический обвес и передние тормоза Brembo с 6-поршневыми механизмами. 5-литровый двигатель V8 имеет другие шатуны. Его форсировали примерно до 500 лошадиных сил, а вместо механики GetTrack установлена более выносливая коробка фирмы Tremec. Хотя за доплату все равно можно будет заказать 10-ступенчатый автомат. Также среди опций есть легкие углепластиковые колеса и набор Handling Package. В ходе презентации исполнительный председатель Ford Билл Форд подтвердил, что с новым «Мустангом» компания вернется в знаменитый суточный марафон в Лимане. В 2024 году его гоночная версия дебютирует в классе GT3, который как раз ведут на смену нынешнему GTE. Кроме того, производитель намерен строить варианты Мустанга GT3 и GT4 для североамериканской серии IMSA, а также для австралийского чемпионата. В США новый Ford Mustang поступит в продажу следующим летом как автомобиль 2024 модельного года. Как и прежде, выпускать семейство будут на заводе во Флэт-Роке, штат Мичиган. Как вы считаете, новый Ford Mustang стал выглядеть лучше? Или вам больше нравятся предыдущие поколения? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. А чтобы не теряться, советую подписаться на мой Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. В описании в закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.